Кто из вас ближе к земле? Рита и Абибуаз. Идеальный союз березы с грибом. Когда ты последний раз был в цивилизованном мире? Спроси меня об этом так, как еще не спрашивали. А вы выберете сервис или путешествие? Чарки и кварки. Все время приезжают нелегально на ведре с бытовыми отходами из огорода в дом. Приходится их обратно выселять. Совсем панкота. Да, совсем, вообще. Они рисуют на стенах, они вот это все. Сложности я буду тебе создавать. Если ты хочешь строить, ты должен перестать мечтать. В сегодняшнем выпуске КМ Voice у нас в гостях Лера Хрипач. Привет, Лера. Привет, Люда. Лера описывает себя, называет себя танцхудожником. Да. Да! Сейчас начнется самое интересное. Я попрошу тебя объяснить, что такое танцхудожник. Это как, знаешь, когда меня просят объяснить, чем я занимаюсь по жизни. Но у меня другая проблема. То есть я так много разного всего делаю, что это, в общем-то, превращается в непростую задачу. Но я думаю, что ты примерно представляешь, чем ты занимаешься, да? Ну, я примерно представляю, да, но этого так много тоже. Ну, танцхудожник, понятно, происходит от слова «танец». В общем, просто когда я вышла в какое-то самостоятельное поле и начала придумать какие-то вещи, я как-то поняла, что они не совсем похожи на хореографию. Ну, то есть они похожи, но они другие. Про современную хореографию тоже как-то сложно говорить в полях там белорусского танца. И я делала какие-то перформером себя называть, не как-то вот, ну, в общем, сложно было себя же описать. У меня подруга, она заканчивала Вагановку, которая вся из себя классическая, но у нее есть отделение современной хореографии. И у них в дипломах пишут «танцхудожник». Я самоучка. Такая прекрасная самоучка, которая за большое количество лет набрала всякого всего, и я работаю с очень разными медиа. Я подключаю в свои пазлы все, что возможно, все, что меня интересует, и немного изобретаю велосипед, но всегда добираюсь до истины, и, возможно, это и хорошо, что у меня нету вот этого канона, как должно быть, чтобы его ломать. Я просто изобретаю свое. И, в общем, она сказала в какой-то момент, когда я мучилась, типа, Юля, что я делаю вообще? Она сказала, слушай, ты танцхудожник. Вот у меня тоже такое в дипломе написано, я тебя, в общем, именую. И это просто то, что помогает мне самой объяснить. Иногда я просто говорю хореограф, и все. Это зависит от контекста. Ну, как-то так. А танец, ну, просто есть техника, которая строится на классическом балете изначально, и он там развивался всячески, там, практики йоги и восточное единоборство, много соматики, анатомии. То есть это contemporary dance, такая большая философия с различным подходом и мнениями, да. То есть это есть. Но с одним этим мне работать неинтересно. Неинтересно. Для меня это тоже слишком абстрактно, и я еще из тех людей, которые очень долго загоняются на тему того, какое нужно придумать движение, чтобы оно как-то вообще передавало смысл. Поэтому мне интересно играться с разными вещами. В какой-то работе я монтировала документальное кино. Нифига про это не знаю, конечно же. Но, в общем, снимала со всего чего угодно какие-то интервью и потом собирала какие-то коллажи. Ой, это почти как моя работа. Да, то есть я общалась с людьми, они отвечали мне на вопросы, и я потом это все миксовала в какое-то кино. Мы проводили воркшоп для архитекторов, придумали очень классный, так как была презентация, все презентировали что-то, что они построили, а мы строили то, что по глазами не увидишь и руками не потрогаешь. И как бы работали с другим способом восприятия. Я для этого почему-то создавала некий эмбиент, изображая себя Джона Кейджа. Тоже про это ничего не знаю, но у меня есть какие-то свои понятия. Ты в процессе учишься, да. То есть перформанс, да, тоже есть. Вот сейчас мы делали совместный проект с еще одной, уже хореографкой, Анелей Корзик. Мы делали проект про Красная планета, про космос, и мы строили конструкцию. То есть, понятное дело, что чертеж этой конструкции сделал наш друг, архитектор, и он его начал строить. Но я в какой-то момент пришла к нему в цех и сама сидела, красила и пилила эти досточки. Это же классно в этом понимать что-то. То есть, и таким образом ты изобретаешь что-то. Короче, тебе больше всех надо. Я не знаю, как это объяснять. Типа танцхудожник больше всех надо. Наверное, можно так сказать. Но хочется все узнать, да.
Если по-умному, танц-художник — это хореограф, который работает с танцем, с движением, стыкуя различные жанры и медиа. Можно и так. Вот. Ну, еще я преподаю, да. Здравствуй, в гостях у нас сегодня еще в дополнении, не в дополнении, в компании, в партнерстве с Лерой Гоша Заборский. Привет, Гоша. Привет, привет. Я тебя очень рад видеть. Я соскучился. очень рада тебя видеть. Я тоже соскучилась. И Гоша у нас прибыл в цивилизацию. Гоша, когда ты последний раз был в цивилизованном мире? Примерно месяц назад. Месяц назад, собственно. Нет, на самом деле я бываю в цивилизованном мире дважды в неделю. Я хожу в автолавку. Мы там встречаемся с соседями, там есть холодильники и всякое оборудование, оно гудит. Ничего себе! И новости. О, если там еще и новости есть. А у тебя нет новостей? Нет, у меня, конечно, есть интернет. Интернет есть везде. Но ты в него не ходишь. Но новость, которая предъяснена живым человеком, вот когда ты сталкиваешься на улице или в автолавке, это совсем другое. Я слышала, что из последних твоих переживаний это то, что ты показывал кошке курицу. Да. У нас с Лерой есть кошка. Кошка изначально Лерина, но уже давно общая. Кошка живет со мной в деревне. Поскольку кошка городская, то она пока не выходит за пределы деревенского дома, ей в доме хватает чего делать. Вот она смотрела за окно, она увидела вдалеке кур, у нее есть проблема с восприятием масштаба. Она, как существо, которое выросло в замкнутом помещении, считает, что вот маленькие люди за окном, они просто маленькие, как мухи. Ну и, соответственно, курица — это такой мотылек. Я ее взял на руки, вынес и показал ей реальную курицу. Ей минуты полторы было очень интересно, а потом она сказала, что она очень хочет от этого динозавра подальше, домой. И можно она будет дальше охотиться на моле мотыльков, а не вот на вот это вот огромное вот это вот. Гоша, я смотрю, что за месяц ты, во-первых, очень стал хорошо понимать кошек. У нас есть химера, ты, в общем-то, можешь сравнить впечатления кошек между собой. А вообще в большом реальном мире ты архитектор. Да. И дедушка твой, Георгий Заборский, тоже архитектор. И папа мой и тоже папа архитектор. твой тоже архитектор. То есть у вас вообще целая традиция просто семейная. Вот. Я предлагаю немножко в это погрузиться. Давай попробуем. Да, давай попробуем, посмотрим, что у нас получится после твоей самоизоляции. Во-первых, ты продолжаешь преподавать? Нет, я не преподаю официально, Так. но я, естественно, отвечаю на запросы студентов. Ко мне можно обращаться, они периодически обращаются ко мне с какими-то вопросами, с консультациями, приезжают в гости, я не знаю, посидеть у костра и спросить, как мне их диплом понравится. Примерно так. Звучит замечательно. Я хочу опять же, я, готовясь к разговору с тобой, подняла из архивов пару твоих больших интервью. Это, если не ошибаюсь, 2013 и 2018 года. Это потрясающе. Это две отдельные разные жизни, и сейчас еще третья. Да. И вот сейчас мы попробуем вот это немножечко поэтапно подытожить. Давай пробовать. Меня заинтересовало то, что ты говоришь о людях, которые здесь у нас не могут оставаться вырастать и оставаться фантазерами, да, то есть они в какой-то момент, вот даже последнее, у нас есть такой момент, когда ты покупаешь себе первый автомобиль или когда ты берешь квартиру в ипотеку, и отбрасываешь свое прошлое и говоришь: все, я подчинился. Ты противопоставлял этому художников или архитекторов, да, там в Берлине, где они могут, в общем-то, продолжать вот эти вот свои какие-то фантазии воплощать, и ничего их как бы не сдерживает, не ограничивает. Видишь ли ты, что это не изменилось, что это по-прежнему находится в таком состоянии, или ты видишь какие-то перспективы на то, что у нас есть пространство для маневра, и, возможно, такие мечтателям не обязательно умирать, в общем, в середине жизни. Слушай, на самом деле это страшно сложный вопрос. Я сейчас буду, конечно, импровизировать, отвечая на него. В порядке. Во-первых, важно то, что для архитекторов это совсем иначе, чем для всех остальных. То есть мне кажется, что в целом театральных режиссеров, я не знаю, хореографов, художников, фотографов, эта ситуация меняется гораздо быстрее и проще, чем для архитекторов. Это вот как буквально во вчерашнем интервью Антон Долин говорит о том, как кино насколько отличается от остальных видов искусства, потому что абсолютно другие бюджеты, инфраструктура. То есть, чтобы снимать кино, тебе нужна гигантская инфраструктура. Даже самое любительское кино, тебе нужен осветитель и звукач, как минимум. Вот архитектура — это то же самое, только еще хуже. Тебе еще нужен бетонщик, заказчик, территория в городе какая-то. И в этом смысле получается, что да, архитектура тяжелее с
сложнее модернизируется. И даже сейчас, да, все равно. То есть, если ты хочешь строить, ты должен перестать мечтать. Если ты хочешь мечтать, ты должен перестать строить. И есть какое-то третье промежуточное пространство. Это вот такая исследовательская архитектура, в которой просто мало мест, мало клиентов, мало пространства для действий, но она существует. Но попасть туда — это вот этот уникальный, удивительный шанс, про который ты потом в жизни говоришь: вот в этот момент со мной случилось чудо. Да, там, не знаю, меня заметили, или я споткнулся, увидел в кафе лицо, заговорил с человеком, и оказалось, что ему. Но в целом, да, ты в архитектуре отбрасываешь мечты, и то, что, может быть, ты видишь как: о, классная современная архитектура, сделана кем-то молодым и клевым. Трабл в том, что он сначала отказался от мечты, а потом воспроизвел что-то, что есть в журнале. Потому, оно клевое, только это мечта не его, а кого-то в Калифорнии в 82-м. И теперь у нас на нее просто появился спрос, и ты воспроизводишь эту мечту. Ты говоришь, что современная хореография для тебя — это слишком абстрактная, то есть слишком абстрактная, да? Поэтому... Подловила на слове, да? Да, ты занимаешься тем, что делаешь. Проводишь утренние рейвы на плоту, создаешь, значит, танцевальные проекты про птиц и австралийских аборигенов, про сновидения, космооперу. Тебе слишком абстрактно была современная хореография, поэтому ты решил добавить еще больше абстракции. Подожди, они же конкретные. Ну как конкретные? Но австралийские аборигены же были, Конкретно, да? Были, они, конечно. и птицы реально существуют. И пели они песни, пускай территории, которые они себе выстраивали, эти тропы песен, это они знают, как делятся там земли вообще в современной Австралии, да? Пропел там песню, и все, вот прошел за 2 года, обозначил территорию. Ну, там это не суть. Ну, это же какие-то существующие вещи. Ну, не знаю, как это... Вот я сейчас в тупик вообще сама себя поставила. Ничего страшного, ты в лифте. Современную хореографию я люблю, то есть физически нагружаться я люблю, и если я танцор, то я согласна танцевать все что угодно, лишь бы много двигаться и думать поменьше. Я уже вижу, что тебе мало места в этом лифте, ты уже не помещаешься просто. У меня всегда мало места. Вот, то есть если говорить как танцор, я люблю, наоборот, что меня подгрузили физически, и думать не надо, такая медитация в действии. Но если, наверное, как художник, я пытаюсь, наверное, для себя какие-то вопросы ответить. И есть что-то, что вдохновляет, и ты пытаешься в этом копаться каким-то не самым привычным для себя способом, да. Мне не проще просто залезть в книгу, прочитать и сделать некую интерпретацию. Мне проще, спрашивать себя и народ, с которыми я работаю, ну и вдохновляться какой-то идеей. Не знаю, насколько это... Возможно, поэтому это абстрактно. Хотя «Красная планета». Кстати, про «Красную планету». Это, кстати, такая крутая штука. Пару лет назад мы ходили на Science Slam, Science Jam с учеными собственными в ВОК-16. И я помню, что я с таким удовольствием слушала их презентации на различные темы, да, то есть про идеальный союз березы с грибом, и там про чарки и кварки, и там, какой-то белорусик заливал все. Ну, в общем, в презентации, это было очень круто построено. Я понимала, что это настоящий арт, и люди умеют выступать, и у них есть какое-то романтическое, да, комедийная история, более там концептуальная, да, какой-то целый арт. И я там пару лет назад, как-то переживая вообще за вот роль художника и про неконкретику и абстрактность бытия, да, подумала о том, что у нас есть некие схожие вещи, да, ведь ученые же на самом деле всю жизнь, да, могут просто гнаться за какой-то мечтой и что-то исследовать, что-то, что они, возможно, никогда не откроют, да, потому что это все не происходит вот так на раз. И художники, они же так и работают с какой-то абстрактной материей, и если им повезет, они открывают некий новый способ, да, некий, не знаю, некий способ производства искусства, я сейчас так это как-то по-торговому говорю, да, но то есть если им повезет, они делают некий прорыв, да, что-то, что вот чудо. И вот у нас есть некая схожесть. Только другой вопрос, что ученые работают чаще всего все-таки при институтах, и у них есть некая стабильность в этом плане. А мы как бы... И точность. Вообще да. То есть у них все как бы распланировано. А наша разница в том, что художник, как бы, помимо того, что он в абстракции все время плавает, так он еще и плавает в абсолютной нестабильности. Вот так вот. Что тебя заземляет, Лера? Ты, то есть ты вообще как бы на месте не... Кроме Гоши, конечно, наверное, мне кажется. Я еще не знаю, кто кого заземляет. Хороший вопрос. Что держит тебя вообще на ногах? Потому что, кажется, еще вот немножко, и ты такая...
и куда-то тебя унесет и занесет и так далее. Да, я как истинный лев, я очень ленивая. Заземляет. Сейчас что заземляет? Не знаю, сколько это про заземление. Физическая работа, но это работа. Но если вот меня научили пользоваться сабельной пилой, вот мы подобрались, и шлифовальной машинкой. Точнее, дрелью, которая вставляет в шлифовальный диск. Оказалось, что это не специально приспособлено, и все сложнее, поэтому, конечно, я немножко это все делаю дольше, чем надо. Короче, у тебя все через физиологию. То есть, физический труд просто... я просто обнаружила для себя, что делая какие-то вещи, которые ты не умеешь, и ты воспринимаешь себя как подмастерье, да, то есть ты не достигаешь сейчас, а ты просто что-то делаешь, и ты видишь результат своего труда, который не идеальный, а просто он есть. Но меня успокаивает. Я... просто делаю все. Подкасты под серию слушать, кстати, да. Оно тоже успокаивает. Сказки. Сейчас надо смотреть сказки. Это заземляет. Мы сейчас вот у нас, начиная с лета, мы пересмотрели. Я, кстати, если что, была тот человек, который смотрел всегда тяжелое кино и очень сложное. А сейчас мы пересмотрели всего Гарри Поттера, которого я не видела до этого. Спасибо, Гоше. «Властелина колец», все Марвеловскую вселенную. И я вспомнила, в общем, то, что сказки я люблю, и они тоже заземляют. Кино, кстати, да, всегда заземляет, успокаивает. Да, смотри, какое, мне кажется. Вот сейчас какой-то происходит момент, что чего-то надломного смотреть не хочется. Да, у меня физически просто я ощущаю, что у меня непринятие вот этого происходит. В этом, не знаю, это заземление или эскапизм, я не знаю. И да, просто валяться, ничего не делать, правда, я себе это редко позволяю. Я даже буду зачитывать, ты тот самый человек, с участием которого призраки наших заводов наконец-то обрели новую жизнь. Я очень долго ждала, когда в городе появится такой человек, когда наши заводы, то, как я видела там, допустим, я видела в Берлине, да, там цех заводской, в котором внутри находится боксерский ринг, а внутри него сидит музыкантка и играет на гитаре и исполняет песни. То есть вот это уже такое, уже слои культурные, и я видела, что это возможно, и что у нас очень много таких пространств, и вдруг ты в компании своих единомышленников в каком это году было, открываешь место, пространство, да? Мне кажется, это 13-й. Да. Вот, возможно, это 13-й, да, это и есть. После этого, наконец-то, тут кое-что прижилось. Собственно, кроме этого, мы с тобой познакомились только в каком? 2018, наверное. В 18-м. То есть проходит 5 лет. Появляется несколько таких пространств по городу. Появляется ОК-16. Благодаря ОК-16 я узнаю о том, кто такой Гоша Заборский. Я даже не представляю, что это тот же самый человек, с участием которого появились и другие вот эти самые пространства, где мы сейчас сидим в лифте, в заводе вообще. Круг замкнулся. Расскажи, как ты из такого человека, урбанистического, горожанина, во-первых, оказался в деревне, как ты ушел из этого, почему и как, и потом, как ты, собственно, уже отдельный большой вопрос, как ты переживаешь происходящее, в общем-то, прямо сейчас? Слушай, давай по частям. Да, да, конечно. Первое, наверное, про то, как сочетается, да, как сочетается любовь к заводам и к деревне, да, например. Да. На самом деле есть такой замечательный сейчас мой собеседник, художник русскоязычный Илья Долгов, у которого появился термин, который я сейчас мы договорились, я его у него украл, одолжил. Термин «ассистирование сложности». То есть это такая работа между садовником и, я не знаю, садовником и бортником, да, который в лесу ульи расставляет, по усилению сложности в окружающей реальности. И эта сложность может вырастать из чего угодно. То есть для меня нет принципиальной разницы между заброшенным заводом, заброшенной деревней, заброшенным офисным зданием и заброшенным университетом. Да? Это все вещи, в которых есть какой-то потенциал сложности, эту сложность можно вырастить. И в этом смысле для меня все интересное — это другая оптика. Для меня одинаково интересно вот завод, в который пришли какие-то индустрии, и лес, в который пришли какие-то другие люди, архитекторы. Да, это и то ситуация, где можно ассистировать сложности. И в этом смысле абсолютно одинаково. Меняется масштаб, да, меняется масштаб, может быть, твоего влияния. Но, опять же, это зависит от того, с какой точки зрения ты смотришь. Если тебя интересует влияние на людей,
то на заводе влияние гораздо больше, чем в огороде или в лесу. А если тебя интересует влияние на сложность в целом, то, может быть, 5 биологических видов, которые подружились у тебя в огороде, могут быть гораздо большей сложностью, чем 100 человек, познакомившихся. Слизняки, подсказывает Лера. Да. Они едят листья. Яблоки тоже. Еще они все время приезжают нелегально на ведре с бытовыми отходами из огорода в дом. Приходится их обратно выселять. Кошка их выслеживает и говорит: вот тут вот слизняк, вынести его обратно на улицу, а? Ну, то есть, да, надо его говорить, что она его съест, но мы его выносим. Недавно у меня появилась возможность, в общем-то, наконец-то поучаствовать в том, что ты делаешь после нескольких лет знакомства. Я наконец-то дождалась этой возможности. И, по сути, ты помогла людям как-то осмыслить, очертить, представить и станцевать свою рутину или там свой идеальный день, как в моем случае. Да? Ты про маршруты повседневности. Да, я про маршруты повседневности. То есть это какая-то такая... в этом случае это была такая восстанавливающая такая активность, да, для людей. Как бы, ты мне сама сейчас Вот скажешь. спасибо за фидбэк. Вот, пожалуйста. Это было очень интересно. Это было... то есть сколько нас там было человек? 10, наверное. Да. Вот. Которые, в общем-то, каждый для себя вот изображал свой день и проживал этот день параллельно, все вместе. Вот. Во-первых, да, хорошо, если ты немножечко расскажешь про конкретно вот эту идею. А еще мне сложно было представить свою рутину, учитывая, что вот у меня примерно тот же, наверное, темперамент или что-то похожее с тобой, поэтому мне сложно было нарисовать свою какую-то рутину. Я прям зашла в тупик, и я ничего не смогла изобразить. Я изобразила свой идеальный день. И вот просто я проживала то, что мне нравится. Поэтому я предлагаю такую альтернативную реальность, Да. понимая, что иногда важно еще осознавать, как бы ты хотел, чтобы твой день строился. Да, потому что Кирилл загнал себя в тупик. Кирилл — актер свободного театра, который был с нами, который в итоге просто не мог дождаться, когда его день закончится. Но он говорит, что у него день начинается, когда у вас заканчивается. То есть какая-то нестыковка была. да. Ну да, там Это было интересно, это было реально интересно. Вот. Как проходит день танцхудожника? Как выглядит рутина танцхудожника, учитывая, что как бы описание танцхудожника довольно абстрактное, а, собственно, о жизни его как. Слушай, очень по-разному. В прошлом году я, по-моему, упоминала об этом, прежде чем мы начинали практику, да. В прошлом году, как бы осень такая была непростая. Для меня была прошлая осень непростая. Для меня уже 5 лет непростых, ну ладно. Да, как бы что. Я обнаружила перед проведением... То есть я достала эту практику с полки, она какое-то время не использовалась мной, а тут как бы оказалось, что она очень актуальна. И решила себя тоже протестировать. Я обнаружила, что если вообще говорить про некие точки стабильности, их практически нет. То есть есть там пару раз в неделю с утра, когда я прихожу куда-то тренироваться, и есть пару недель вечером, когда я прихожу куда-то тренировать. Все. То есть остальное, что происходит, оно происходит на некую перспективу, и я не понимаю, на какую, да. И я не понимаю в данном случае, это все вот то, что я делаю, я сейчас беру, либо я сейчас отдаю то, чего уже нет, там, опять же, так абстрактно выражаясь. То есть я в выгоревшем состоянии, либо я сейчас наполняюсь, и это нормально, да, то есть наблюдаю, созидаю. Это было непросто. Сейчас, наверное, это можно таким зигзагом рисовать 2 точки, потому что, я, по сути, между 2 местами. Это? Минск и... не буду называть название деревни. Не надо. И, в общем, 65 километров, 67 отсюда. И получается, что 3,5 дня я в Минске, 3,5 дня там, я примерно в деревне. Плюс добавилось еще вот наши выезды в чащу. Это еще некое, то есть типа я там такой вот зигзаги такие с точками, да, как кардиограмма такая более-менее равномерная, да, и там еще есть какое-то такое ответвление, еще одна точка, представляем, который тоже маршрут, который он нанесен как уже как постоянная, да, и он есть некая закорюка, которая вот добавлена в мою рутину. Как строится? То есть в деревне есть какая-то своя рутина, да, то есть там это вот такое большое, такое размытое пятно, которое строится на большем спокойствии, да, вот физический труд, заземление, общение друг с другом, эскапизм полный, да, затяжные завтраки, но при этом, да, мы там трудимся, да, и иногда какая-то бумажная работа компьютерная, так, минимально. Скорее в начале недели. Когда я приезжаю сюда,
У меня абсолютно другая скорость. Я стараюсь успеть все, плюс я еще веду занятия, плюс я пробую проводить какую-то аккуратную уже репетицию там, того, чего я начала сейчас. Мгм. И тут не пятно, тут скорее что-то, мне кажется, какой-то каучуковый мячик, который вот так вот. То есть, абсолютно нездорово, мне кажется, но я такая себя успокаиваю, что вот есть эти вот там 3,5 дня, в которые я очень много что-то делаю, Мгм. и есть 3 дня, где какая-то часть меня что-то делает, но в другом ключе. Мгм. Вот так. Зигзаги, чик, и там еще в одной точке такой, как это, импрессионизм, а в другой точке, мне кажется, что-то, не знаю, черный квадрат Малевича, по концентрации. Вот так, наверное, можно представить. Что такая практика дает? Как точки повседневности? Для чего ты ее, собственно, нам предложила, да? То есть мы приехали там в чащу для того, чтобы, собственно, чтобы заземлиться, в общем-то, чтобы Заземлиться. прийти в себя, восстановиться, не тратить ресурсы, а как бы наоборот их накопить и вернуться в эту реальность тревожную достаточно. Вот как, по-твоему, работает то есть такое вот протанцовывание своей рутины? Когда мы обсуждали программу, изначально мы, в принципе, не говорили про терапевтический эффект. Просто мы задумали немножко раньше, да, чем потом получилось. И когда я снова возникла с этой практикой, я сразу просто подчеркнула, что я не терапевтирую, да, хотя могут быть разные эффекты, да, и просто эти маршруты, я как человек, который всегда стремится к некому самоанализу и к структуре, да, потому что слишком много броуновского движения и пониманию происходящих вещей по полкам, это меня успокаивает и заземляет. Это мой способ некого тоже заземления, видишь, опять же, некая ритуальность. Иногда смотреть, на каком свете я нахожусь, что у меня, да, и как, почему бы и нет, почему бы не нарисовать это сначала, а потом еще визуализировать. Да. Ты посмотрел, у тебя есть некая карта, и ты на нее можешь ориентироваться на нее и потом еще ее продвигать, да. А с точки зрения движения, опять же, да, изначально это был просто некий, когда я несколько лет назад это вообще пришло в голову, это была какая-то история о том, чтобы людей делать их раскачивать, да, больше использовать свое тело. И мы, естественно, с этой практикой чуть подробнее работали, да. В нашем случае я поняла, что, первое, это как некая визуализация, структуризация, да, и ты можешь представить, какой ты хочешь, чтобы идеальный день. То есть немножко себя, разложить по полкам, да, посмотреть, где ты. А вторая штука — это вот тот момент, когда вы действуете в одном пространстве, да, рисуете в воздухе, скажем, перемещаясь по площадке, и у вас нет задачи сейчас взаимодействовать, некий перформанс, вы решаете какую-то задачу, визуализируете, да, но при этом вы находитесь плечом к плечу. И, невозможно игнорировать человека рядом. И вот это чувство единения, когда вы такой образуете ансамбль, который движется в абсолютной свободе, но решая одну и ту же задачу, да, это образует общность, и оно добавляет энергии. Я искренне верю, что вот момент взаимодействия с людьми, когда вы не ограничены какими-то рамками особенно, понимаешь? Да. То есть вот этот способ взаимодействия — это некий эксперимент, который, возможность немножко сойти с ума, да, в этот момент. Просто, постебаться, выплеснуть эмоции, если нужно, или просто четко прошагать и понять, что все вот отлично, да. Вот. В общем, это момент структуры, складывания структуры себя и дополнительный момент взаимодействия такого коллективного. Это не рейв, конечно, но какая-то вообще... вполне себе. Какая-то, да, коммуникация телесная. Наверное, как-то так. Я хочу вернуться к великому исходу архитекторов в деревне. Вот, потому что я смотрю на Сережу Кравченко, смотрю на тебя, вижу в этом свои какие-то закономерности, о которых я скажу позже. Но хочу спросить, в общем-то, собственно, ты же объяснил, почему. То есть ты у тебя сложности. Сложности у меня эти, ассоциируются с фильмом «Белые росы», в котором люди из деревни, наоборот, переезжают в город, многоэтажку, и герой фильма говорит, что, мол, там даже в сортир не надо выходить из дома. То есть никаких сложностей нету. Зачем мне это? А друг ему говорит: сложности я буду тебе создавать.
Вот. То есть я понимаю вот этот вот вызов, который ты сам себе бросаешь. Я тебе все-таки свою версию выскажу, если ты не против. Нет, мне даже интересно. Да, моя версия. Мне, тут так написано, мне в этом видится какой-то такой побег архитекторов от архитектурного невежества в самих городах, которые не умеют хранить, не умеют реставрировать, не умеют восстанавливать те слои, которые у нас уже, собственно, существуют. Так плавно вот переходя там к дедушке, вот мне бы хотелось поговорить про это. Если в этом правда? Да, отчасти это действительно оно. В том смысле, что если ты архитектор, хорошо знающий, хорошо мыслящий и совестливый в городе, то город — это вечная повинность, это обязанность. То есть ты всегда социальный работник, ты всегда спасатель, ты не можешь остановиться. Потому что на самом деле, любой посткапиталистический город непрерывно пожирает себя, историю и красоту, создавая на месте то, что там замечательный Рэм Колхас называет junk space. То есть это такое пространство мусора. В нем нет ничего плохого. Это просто другая городская реальность. Так вот, и ты все время стоишь на страже и пытаешься этот junk space как-то упихать вот в этот мусорный контейнер, а пространство сохранить. И в какой-то момент, я думаю, любой архитектор говорит, что окей, моя социальная служба закончена. Я не могу всю свою жизнь посвятить запихивать junk space в мусорный контейнер и попыткам что-то сохранить. Поэтому я пойду туда, где я просто не испытываю этого непрерывного прессинга обязательств. Обязательств не потому, что ты кому-то пообещал, а потому что ты, получив эту профессию, пообещал это всей предыдущей человеческой культуре. И в этом смысле, да, это такое немножко дезертирство. Это попытка уйти туда, где ты не видишь этого непрерывного процесса, который нельзя останавливать. Это цивилизационный процесс, ты не можешь его остановить. Его можно только прожить, чего-то чуть-чуть поспасать. Это как... Я сейчас не вспомню автора, такая книга французская, недавно выходившая, переиздававшаяся, про там 3 персонажа. Один из них в Риме времен прихода варваров и уже прихода христианства принимает христианство, чтобы спасти хоть какой-то кусок культуры. Он понимает, что он должен принять христианство, и тогда какой-то кусок римской культуры он спасет. Да? Кто-то во времена перед оккупацией нацистской Франции делает то же самое. Да? Он пытается спасти какой-то фрагмент культуры. Вот остановить этот процесс, к сожалению, каждый из нас в какой-то момент обязан, потому что иначе этот процесс просто тебя сжирает. То есть это вообще-то звучит как забота о себе. Да. Есть какие-то вещи, которые нельзя станцевать? Да мне кажется, нет. Но я так не задумывалась никогда. Танцевать можно все что угодно, потому что правду знаешь только ты. Да? Тебе сказали станцевать телевизор. И у нас есть воображение, которое... Если оно есть, если мы с ним дружим, мы станцуем все что угодно. И телевизор, и траву, и воздух, все. Все можно станцевать. Что бы ты станцевала в этом лифте? Как бы ты использовала вот это пространство? Мне почему-то хочется ногами упереться в потолок и использовать, именно все 4. Сколько получается? 1, 2, 3. В общем, да. 5 всех стен, которые есть, и свои руки, ноги, в общем, как-то тут изображать Человека-паука. Да, тут как-то не позависать, позабираться. Это я вспомнила про Лера, да, рассказывала, как она ходила поднималась. Спелеология. Спелеология, да, и она рассказывала, как этот момент, когда тебе нужно в узком ущелье, да, ногами упираешься и забираться. Да, и внизу пропасть. Да, тут же пропасти нет, поэтому можно поэкспериментировать. Кстати, я не знаю, мне говорят, что дно есть, но... В общем, почему-то хочется заполнить все пространство, да? Да. Теперь, говоря о твоем дедушке, давай просто очертим. То есть это вообще-то человек, который в значительной степени... Это Лера хихикает уже, да, говоря о дедушке. Позвали Гошу, чтобы поговорить о дедушке. Который... Для меня это было открытием, потому что, зная тебя, я на самом деле не так глубоко интересовалась твоей семейной историей. То есть я где-то что-то слышала, но, в общем, решила прийти к тебе полностью со всеми картами. Вот, я понимаю, что эта тема заезженная.
Но игнорировать ее тоже будет бесполезно, как историю города, да, которую... Ну, слушай, то есть- это для тебя челлендж. Спроси меня об этом так, как еще не спрашивали. Хорошо, тогда перейдем сразу к главному. Ну, я хотела сказать, что, в общем-то, для людей, которые, допустим, не знакомы с тобой, не знакомы с дедушкой, это человек, который в значительной степени повлиял на внешний вид этого города. Потому что площади, площадь Победы, Октябрьская площадь, что еще, кинотеатр... Улица Ленина, Улица кинотеатр Ленина. «Пионер», Суворовское училище, ну, еще много-много-много Еще чего. много-много-много. Хорошо. Насколько ты ощущаешь эту параллель? Твой дед жил при Сталине 29 лет, ты при Лукашенко живешь 26 лет. Есть ли сходство, есть различия? И у меня личное ощущение вот от прочитывания истории твоего дедушки, прочитывания твоей истории твоего дедушки, твоей трактовки его архитектуры и работы. У меня такое ощущение, что он такой немножко Данелия, знаешь, там только в архитектуре. То есть человек, который снимает киндзадза при там советском режиме, но при этом закладывает какие-то там свои смыслы, свои структуры. Твоя версия событий и твои параллели с твоей собственной жизнью. Ну, во-первых, нужно, конечно, сказать, что в Данелии в меньшей степени, в архитектура более абстрактный язык в большей степени, можно вчитать при желании что-то, чего там нет. Поэтому утверждать, что туда что-то закладывалось, некое свободолюбие, да, некое там... крамола, совершенно невозможно. Но это можно вольно мне, как созерцателю архитектуры, туда вчитать. Но ты общался с дедушкой? Ты общался с дедушкой? Дело в том, что мы очень мало общались. У нас очень сложная семейная история. Такая вот Санта-Барбара в ее... Лера упоминала позитивные аспекты Санта-Барбары в моей жизни. Это негативные аспекты Санта-Барбары в моей жизни. Ну, это такая вот из тяжелых советских историй, да, таких, о которых снимают сейчас кино, как это в жанре 12 поколений женщин в советской коммуналке. Ну, только не в коммуналке, а в сталинской богатой квартире. Но это вот все вот эти драмы. Но, тем не менее, конечно, какое-то... что-то все равно передается, даже когда ты мало общаешься. И еще больше передается через архитектуру, потому что это язык. И если ты как профессионал его знаешь, ты его читаешь. Вот. И в этом смысле то, что я действительно вижу, это то, что, да, архитектура — это служение, любая архитектура — это служение, и архитектура — это служение в первую очередь той культуре, которая была до. То есть даже когда я делаю какие-то абсолютно безбашенные минималистские эксперименты по распиливанию пополам заводской крыши, которые кажутся как бы очень современными, это на самом деле... продолжение в жизнь текстов, написанных до тебя. То есть каждое здание — текст, каждый стиль — текст. И архитектор служит двум целям. Во-первых, он служит тем живым людям, которым сегодня нужно пространство. Нужна какая-то репрезентация себя. То есть что такое сталинская архитектура? Это репрезентация победы, это попытка создать ощущение, что вот весь народ, победив предыдущий строй, что-то такое вот заслужил и получил. То есть метро — самый яркий пример. То есть метро — такие дворцы для народа, да, для всех. И при этом, конечно, в этом всегда есть элемент фальши. И социальная критика может здесь всегда усмотреть элемент фальши, потому что вот сталинский дом с фасада и серый кирпич со двора. Да? Мы предъявили вот этот дворец, но не дали его всем, да, и не дали его полностью. Но, тем не менее, определенный запрос, в том числе социальный, вот это ощущение праздника, ощущение «мы наконец добились», он дает. Да, потому что народ никогда так и не принял конструктивизм, минималистскую архитектуру предыдущей эпохи. И ему нужно было дать вот это понятное ощущение красоты. Ребят, вот вам красоты, вы хотели. Вот он. И, конечно, во многом вот это вот буйство орнамента растительного, например, в архитектуре моего деда, это вот красоты. Вам было нужно, мы принесли. И, это, естественно, драма, потому что вот вам красоты, а в это время у меня сортир все еще во дворе, да, но это не зло, это две стороны. Вот. И в этом же смысле, в принципе, то же самое происходит в моей жизни. То есть я служу тем способом, которым я могу. У меня есть набор огромных знаний, и есть точки, где я вижу, что без меня не работает. Я иду в эту точку и делаю. При этом, естественно, я натыкаюсь на ограничения, я натыкаюсь на трудности. Но вот эта дедовская, собственно, история, потом отцовская история, еще какой-то набор историй учит меня просто вместо того, чтобы концентрироваться на критике ситуации, в которой я нахожусь, концентрироваться на тех инструментах, которые у меня есть.
То есть, да, финансирование другое, да, все устроено по-другому, да, город очень сложный, да, у нас сносят исторические здания, но вот я могу спасти одно заводское здание, да, и у меня всегда есть соблазн начать ныть, залезть под диван и плакать там от того, что я весь из себя, значит, в Беларуси вот в таких вот условиях. Но я считаю, что когда я себя из-под этого дивана вытаскиваю и говорю, иди и перекрой кровлю на одном заводе и запусти на нем театральные процессы и сделай его модным, мне этого хватает на самом деле. Мне тоже хватает того, что ты делаешь. Спасибо. Спасибо тебе. большое тебе за это. А для человека, который из-за стресса, из-за беспокойства потерял связь с собственным телом, есть ли какие-то точки восстановления, которые помогут, в общем-то, вернуться у него? Вот такие вот, которые можно объяснить на словах, да, там, допустим, ну, или там, на что обратить внимание, на чем сфокусироваться? Мне кажется, самая первая практика, которую можно везде вообще использовать, есть же такая штука, типа как осознанная ходьба. В принципе, это просто история, в которой ты можешь начать обращать внимание, как ты идешь, как твои стопы вообще соприкасаются с поверхностью там, земли, пола, где бы ты шел. Идешь ли ты ровно, насколько широко ты расставляешь ноги, дышишь ли ты вообще, видишь ли ты что вокруг. Я просто помню, как какая-то показалась очень попсовая книжка в попсовой обложке, типа «Медитация для занятых людей» когда-то. Я такая... И ты начинаешь читать, и ты как в детском саду такой, вот как она оказывается. То есть я для себя тогда нашла пару таких моментов, которые меня оправдали в том, что там, если ты по своей как бы природе, да, тебе очень сложно сидеть на месте, что даже такими, как ты, можно справиться, заземляться, что можно просто в процессе того, когда ты спешишь, идти медленнее. И вообще чекать вообще, что у тебя там стучит, да, там пульс. Вот какие-то такие мелкие вещи. И вот на самом деле я помню, что вот в первые какие-то периоды, когда немножко самоизоляция спала, да, хотя я начала просто выходить. И я действительно проверяла, как я иду, какое у меня положение тела, кого я вижу, да. Таким образом, твое внимание в теле, и немножко наружу, да, ты можешь увидеть гораздо больше, чем хочется. Вот это, наверное, самая простая история. И то, что я легко могу практиковать, и всем рекомендую, это точно. Ну, это такая вещь, о которой не задумываешься. Мне почему-то вспомнился анекдот про ежика, который... Забыл, как дышать? Забыл, как дышать, хотя на самом деле... Вот мне первое, что пришло в ум, да, там, забыл, как дышать и задохнулся. А на самом деле анекдот про то, что он научился попой дышать, сел на пенёк и задохнулся. Но это не важно. Но в плане, что у меня пришла метафора про то, что да, что если, как бы забываешь вообще, что есть очень простые такие принципы, вот ты сказала там, просто осознанно ходить. Ты думаешь, у меня всегда с собой есть осознанно ходить. Я, в общем-то, могу себе такое позволить. Ведь это же та вещь, которая... Я вспоминаю, что еще несколько лет назад я обнаружила, что просто пройтись пешком там из точки А в точку Б, оно помогает иногда... Ты просто идешь, неважно, то есть ты там включаешь себя, я вижу вот все, я вижу там все. Просто идешь, и мысли некие важные, которые ты вот не мог для себя решить задачку, что у тебя идет следующим там, в том, что ты придумываешь. И эта мысль приходит сама собой. Честно. Ты просто прошелся, ты просто переключил голову, и там тебе не надо сидеть медитировать, над этой мыслью возникнет. А сейчас так тем более, просто вообще проверить, как у меня, что у меня. И не нужно специально усаживаться, я буду медитировать 20 минут, чтобы справляться со стрессом. Скажи мне, вот мы знаем, чем характерна, да, там архитектура сталинской эпохи. Вот ты сказал, это необходимое ощущение праздника, запрос на праздник. Чем будет характерна или уже характерна, как теория эпоха сталинизма, эпоха лукашизма? То есть в архитектуре что это? Слушай, для этого же даже придумали несколько ироничных таких терминов, да, там, условно, в читателе там, любого современного масс-медиа знает термин агрогламур, а в профессиональной, в архитектурной среде есть гораздо более замечательный термин хай-так. Дело в том, что был такой британский стиль, очень продвинутый стиль технологичной архитектуры, как раз перелом веков, 20-21, назывался хай-тек. Технологии высоких архитектура. А белорусская версия хай-тека — это хай-так. Это когда ты берешь
фермочку такую стальную из хай-тека, которая в хай-теке будет нести на себе огромную кровлю над вокзалом. И ты берешь эту фермочку, строишь здание из железобетона, а снаружи клеишь фермочку, чтобы было точно так же, как в Лондоне. Ну, потому что в Лондоне же есть красная фермочка, у нас тоже будет. Но при этом она не несет на себе никакой функции абсолютно. Вот это хай-тек. Что можно сказать об этой культурной ситуации в целом, что на самом деле все города стран догоняющего развития, все города постсоветских стран, которые вырвались вот из этого пространства, на протяжении какого-то времени проходят этап вот этого первичного посткапитализма, в котором очень мало вкуса, очень много постмодернизма и цитатности, очень много потребностей в производстве быстрого пространства, которое быстро продается, будь то жилье, будь то каменные горки. Да, это быстрый контент, только пространственный. И, соответственно, чтобы это все продавать, надо это обвешивать лейблами, да, надо это обвешивать знаками. Как в 90-е, знаешь, пришить кофточки, лейбл. Да, там, это Дольче вот это, Габбана, это да. Дольче Габбана, это Рита и Абибуаз. У меня был, ну, слушай, тем не менее, это же работает, да, то есть весь мой музыкальный вкус сформировался с помощью аудиоплеера Sony, который был как бы и Sanyo, и Sony, и Panasonic, и там такой шрифт был усредненный. Но если бы не этот Sony, я бы ничего не слушал, да? Вот. И в этом смысле мы просто немножко медленнее проходим этот этап, но мы его тоже проходим. Если сравнить сейчас то, что происходит, например, в Москве, которая тоже завершает этот этап и никак не может из него выбраться, и то, что происходит в Минске, это очень похоже. И интересно, что в том числе и крупный частный капитал, и государственный капитал, и некрупные предприниматели в среднем делают примерно одно и то же. Вот этот запрос на быстро, классно, по-европейски и с каменной набережной гранитной, он везде, он повсеместен. И пока мы через него не продеремся, мы в следующее пространство все равно не выйдем. То есть неважно... То есть единственное, что можно сделать, это можно, во-первых, поддерживать те точки, где начинает расти что-то другое. Вот улица Октябрьская — это точка, где начало расти что-то другое. Вот корпус, в котором мы сидим, это пространство, которое устроено иначе, да, слава богам и команде корпуса. Слушай, этот лифт постоянно на разговоры о Боге настраивает. Но это же лифт, связь хтоническая и божественная. Вот. И поэтому, да, ну, я один пример, извини, я сейчас длинноту вставляю, да, но мне нужно привести этот пример. Есть такой дико мной любимый город Черняховск, он же Инстербург Калининградской области, бывший немецкий Инстербург. После войны советский город Черняховск, показательно, что генерал Черняхов расстреливал из танков этот город. Да, и в честь генерала Черняхова он и назван. И вся застройка города Черняховска — это сохранившиеся немецкие дома 18-19 веков, особняки, то, что мы сегодня назвали бы таунхаусами. И для меня было совершенно поразительно, когда я увидел тягу у местных жителей, в том числе очень образованных, у людей, которые в предпринимательстве, у людей, которые в крупном бизнесе, у людей, которые там в нефтянке местной небольшой, тягу к строительству из вот таких стандартных алюминиевых панелей, отделанных под какую-нибудь бежевую штукатурку, из металлочерепицы, на месте этих домов. То есть снести вот этот старый аутентичный немецкий кирпич и на его месте построить нормальный такой торговый центр, ну, в духе Гиппо. И именно там меня настигло понимание того, что вот это ощущение «нам нужно чисто и просто и самими сделанное», это такой, ну, это подростковый бунт, да, я не буду слушать вашего Шопена и Штокхаузена, я буду слушать свою группу «Нана», какое-то время, ну, или свой «Мановар», или свою, не знаю, апраксию. То есть обязательно есть вот этот момент, когда ты слушаешь что-то гораздо более примитивное, но чистенькое твое. И каждой городской культуре нужно пройти вот этот этап стирания ваших сложных различий и создания нашего чистенького, современного, модного, вот это все. Потом ты, конечно, находишь дедушкин старый заношенный кожаный пиджак, и, ну, в 19 вдруг ты такой, блин, может, я лучше вот это буду носить? Может, если как-то прикольно,
что-нибудь другое подберу. И в этот момент ты уже выкидываешь свои первые абибасы. Ну, мы, дай бог, когда-нибудь выкинем. Твоя цитата. Если мы говорим, послевоенное поколение архитекторов стерло предыдущую историю, и на этом основании начинаем стирать их, то мы ничуть не лучше. Мне кажется, нужно остановить этот процесс, непрерывный процесс стирания предыдущих, попытаться сначала полюбить то, что есть, а потом на этом основании работать дальше. И вот я сделала для себя такую пометку, что мне кажется, что у нас вот эта проблема, она не только на уровне архитектуры, она на уровне музыки. Мы игнорируем всю историю предыдущей музыки. Все как будто начинают каждый раз с нового. Не признаем там репрессии, да, там не признаем ошибки там сталинской эпохи, да. Из-за этого начинается второе колесо таких же событий. Хочется отметить, что твой дедушка имел отношение к Куропатам, он проектировал или он создавал вот, собственно, этот мемориал, да? Но он участвовал в процессе, то есть его нельзя записывать в основные авторы все-таки, чтобы... Да. Вот, но он имеет отношение к этому тоже. Какой-то гонимый, теневой вообще мемориал, который там постоянно пытаются замаскировать заборчиками и так далее, и так далее. И вот мы как будто все еще вот не можем научиться принимать, чтобы развиться, расти дальше. То есть мы вот постоянно в этом вот в зародыше находимся. Что ты думаешь по этому? Слушай, ну для меня это, вот опять же, уже похожая история про Инстербург была, то есть это отчасти такое патологическое стремление к чистоте. То есть нам кажется, что чтобы быть хорошими, каждый раз надо отмыть руки сначала от всего, что было прежде, а потом мы такие хорошие, все построим заново. Я почему ассистирую сложности, почему я хочу выращивать эти сложные сплетения смыслов, потому что на самом деле для меня добро невозможно без сплетений смыслов. Каждый раз, когда мы хотим очистить все, мы уничтожаем такой кусок памяти, что мы снова делаем ошибки. Как влияет на твою жизнь, на твою пластику вообще жизнь за городом? Ну, типа на какое-то на твои движения. Вот. Влияет ли? Видишь ли ты эти перемены? Пока не вижу. Но мы... Сколько вы там уже живете? Ну, мы, получается, наверное, с августа. Серьезно, только сейчас? Весной это были наезды, но... Весной тоже, да, но просто, наверное, с августа мы начали действительно что-то делать, предпринимать какие-то более крупные вообще попытки. Ну, в смысле, а вот физически находиться там большую часть времени, это когда началось? С августа? С августа, да. Да. И я только сейчас начала... стало больше места, где можно себе уделить внимание и практиковать что-то. Я уже говорила про пресловутый пол в сарае, в котором я тоже поучаствовала. Короче, этот пресловутый пол в сарае, и там есть, у нас есть, площадка, в которой можно двигаться. Я ее начинаю потихоньку осваивать. Так я могу сказать, что на мое тело влияет то, что я пытаюсь понять, как делать физическую работу, чтобы моя спина этого не чувствовала. Да? Ну, то есть я понимаю, что там тоже работают те же самые законы вообще, анатомические, как и в танце, да, но если в танце что-то привычнее, а тут непонятно. Ты берешь какую-то вещь, которая вроде как не тяжелая, но у тебя все туда приходится. И я вот это изучаю для себя. Не могу сказать, что я прям супер успешна, но там какие-то выводы делаются. Появилась площадка сейчас, я планирую возвращаться к более подробной вообще самопрактике, раз есть такая возможность, у тебя есть собственная сцена. Которую сама построила почти. Да. Возвращаясь, вот, собственно, к ОК-16 и Октябрьской улице. Действительно важный, значимый кусок для значимой части горожан. Баварика, с которым ты вместе работал, сейчас сидит. Октябрьская. Многие просто писали даже, не многие, мне даже писал человек в личку такой: спасите Октябрьскую, там сейчас шашлычная, там во время карантина, там происходит что-то, что не должно происходить. Мы ее теряем, спасите просто. Вот сделайте что-нибудь. Прям писал мне человек в надежде, как будто я одна там, или мы там командой можем что-то сделать. Что происходит? Очень интересная вещь. Так. Начнем с шашлычных. Тут опять у нас происходит элитизм. На самом деле появление на таких улицах шашлычных — это абсолютно условно берлинское явление, да, то есть каждое место проходит свой цикл джентрификации. Сначала в такое пространство приходит совсем панкота.
Да, совсем вообще. Они рисуют на стенах, они вот это все. Потом туда приходят художники, такие чуть-чуть более концептуализированные, да, то есть это не уже мы можем, да, не просто cause we can, а cause we know and we can. Да? Это следующее, это вот, да, это сначала там все уже забыли, в том числе, но все уже забыли, сначала там был бар Ньютон, которому я должен, кафе Ньютон, которому я должен воздать должное, потому что на самом деле без кафе Ньютон все бы это не началось. То есть я пришел на заброшенную промышленную улицу показывать ее друзьям-подругам и обнаружил кафе Ньютон. И это было первое. Это было кафе и даже магазинчик совместный, какое-то такое пространство, да. И рядом был клуб NC, который был как раз про мы панкота, cause we can. И первая электронная музыка, и Кулинкович, спящий на диванчике, да, вот эти все восхитительные воспоминания. И электронщина, и индастриал, и там чего там только не происходило, да. Да, это настоящая настоящая творческая юность, да. Вот, и рядом вдруг появляется это уже было следующее, то есть увидеть потенциал этого места для кого-то более гламурного, это вот был Ньютон, который, видимо, возник слишком рано, он закрылся, он не выжил. Потом был Хулиган. И цех, да, например. Цех, в который выросло то самое место, про которое мы сегодня уже говорили, переехал. Это потрясающая такая цепочка передач. Вот, и следующее явление, это вот, собственно, cause we know and we can. А следующее явление, это все, пространство нанесено на карту. В общем-то, к этому времени я начинаю собирать свои инструменты ассистента сложности, потому что дальше могут другие. Потому что в конкретном театральном менеджменте есть люди, которые понимают гораздо больше меня. В конкретном устроительстве выставок есть люди, которые понимают гораздо больше меня. В конкретном передоверить реконструкцию здания после того, как я создал фреймворк, я могу кому угодно. Да? Я уже обозначил в чертежах, что нельзя трогать, что можно трогать, и где надо обязательно контейнер в воздухе подвесить. Все, это уже есть. И в этот момент вот это гибридное мышление ассистента сложности, которым я пользуюсь, оно уже перестает быть нужно. И одновременно с этим, естественно, точка нанесена на карту, в точку начинают стремиться люди. Там появляется коммерческий потенциал, там появляются вечеринки, там появляется вау, туда хочется всем. В этот момент вот эта фраза типа «Блядь, тут шашлычная!» Это снобизм и элитизм. Это такое желание остановить естественный процесс. В этом смысле это тоже диктатура, только диктатура вкуса. Я поэтому всегда стараюсь чуть-чуть в этот момент себя так поприжать, посмотреть на это философски. Ура, врастает в город. Становится нужно многим. Эти многие, по моей сценарной задумке, все равно будут заходить в ОК-16 и смотреть выставки. И чем больше там шашлычных, тем больше людей из шашлычной пойдет на выставку. И это вполне возможно. Дальше это вопрос менеджмента и маркетинга этой выставки, так, чтобы человек из шашлычной захотел туда зайти. Но это решаемая задача. И это гораздо лучше, чем если у нас есть мертвая, стерильная, ультракультурная улица, про которую кроме определенной категории хипстоты, определенной категории панкоты и определенной категории высоколобых интеллектуалов никто не знает. Вот, хочется, для себя, конечно, хочется маленькие заповедники высоколобости. Не хочется. Не хочется? Не хочется. Я вот сейчас сижу, знаешь, что я несколько минут, пока ты говоришь, я сижу и думаю, боже, как Минску повезло, что ты у него есть. Наверное, что мы у него есть все и так далее. Мы у него есть, давай так. Но я просто слушаю тебя, и меня, я счастлива, что вот такой человек вообще здесь родился, вырос и еще не сидит без дела. Вот. И то же самое я ответила, на самом деле, на запрос «Спасти Октябрьскую». Я сказала, да это нормально. В Ура! Берлине, то есть ты сумела это сказать. Конечно. В Берлине, когда туда всегда тянется, в самые такие авангардные районы всегда тянется потом вся остальная масса. Художников попирают, они опять гонимые идут куда-то еще, кочуют в какое-то непопулярное место, опять там обживают новые. Они такие первопроходцы, которые просто меняют локации, и вот весь город как бы ходит вот такой вот кочевниками вслед за ними. То есть я это видела, я это понимаю, я это слышала от берлинцев сколько раз. И да, мы не Берлин, но наконец-то у нас происходят какие-то такие маленькие медленные процессы, которые, в общем-то, вот эти тропы такие муравьиные, они прокладываются. Поэтому я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Кажется ли тебе, что лопнул пузырь? Потому что когда ты строил, да, там, допустим, тот же ОК-16, ты говорил о том, что существует IT-пузырь, что существует, или там используем мы слово гетто, да, арт-гетто, креативное гетто. Кажется ли тебе сейчас, что те процессы, которые происходят сейчас,
когда люди сами уже районно, где смешаны разные, там, допустим, населения, разные слои социальные, называют свои площади, называют свои улицы, устанавливают какие-то свои мемориалы. Кажется ли тебе, что этот пузырь наконец-то лопнул, и люди начали вот... Да, мне кажется, что пузырь начал лопаться даже до этого, да, то есть какой-то процесс лопания пузыря, вот он, ну, пузырей множество изолированных, он начался до этого, вот сейчас, да, эти пузыри сливаются, объединяются, кипят, возникают новые какие-то пузыри, которые, может быть, потом вольются, и это, конечно, совершенно беспрецедентная для нас история, и одним самым главным, наверное, вызовом будет... сейчас, когда это происходит под огромным стрессом, да, и в огромном психологическом прессинге, сумеем ли мы или сумеют ли все вот люди, которые участвуют в этих процессах, сохранить этот опыт и использовать его в обычной, спокойной, мирной жизни? Не окажется ли так, что только под этой кастрюлей температура снизится, пузыри снова перестанут сливаться и кипеть, и осядут на стеночках такими опять снобистскими пузырями? Вот тут у нас арт-гетто, тут у нас IT-гетто, тут у нас литературное гетто, тут у нас архитекторы тусуются, ну и все так. А тут у нас, значит, просто, не знаю, студенты, да, и все расплылось. Вот вопрос, как объединяться, когда под кастрюлей не кипит, ну, не горит огонь, когда не происходит кипение. Скажи мне твою версию знакомства с Гошей. Ой, у нас тут Санта-Барбара, наверное. А можно я расскажу? Да. Гоша выйдет. А скиньте мячик. Первое, тут есть уже так в какую-то Санта-Барбару и вот все эти светские сплетни. Я уже заинтригована. Да, я работала в студии танца Skyline, и ко мне в какой-то период пришла девушка, которая оказалась женой некого Георгия Заборского. И все такие: вы жена Георгия Заборского? Я думаю, кто это вообще? Ну, это не важно. И да, и его бывшая жена занималась у меня там полгода, наверное. Потом я уехала в Познань, она уехала тоже на лето куда-то. Ну, в общем, там какие-то долгие перепития. И на одном выступлении даже они были с Гошей. Гоша подошел, мы познакомились. Он сказал: прекрасно, шикарно, вы там замечательно выступали, ну что-то. И потом получается, что у нас происходит одновременно изменения в личной жизни. Я расстаюсь с молодым человеком, и Гошина бывшая жена пишет мне: извини, я в Минск не приезжаю, я ушла от мужа. Ну, как бы такая история была. И потом Гоша приходит ко мне заниматься через какое-то время. Ну и, в общем, мы как школьники долго дружили, прежде чем Гоша начал носить мой портфель пешком. Ну, я утрирую. То есть мы не ухаживали друг за другом, мы просто общались вообще на разные темы, и как бы... И вот вы теперь в деревне. Да. Вообще вся эта борьба цвета и символов, закрасить, сжечь, демонтировать, что она оставит после себя в этом городе? То есть вот сейчас, вот для меня, мне кажется, что одна сторона созидает, другая разрушает, да? То есть там демонтировать скамейку из-за того, что она покрашена в какие-то неприятные тебе цвета, или там последний случай... Честное слово, это вот фактическая информация, когда там соседи красят обшарпанный стол в цвета, которые кому-то не нравятся, и тот, кому не нравится, несмотря на аккуратность, просто приходит и замазывает говном стол. Вот это вот борьба улиц, да, вот это урбанистическое, самое настоящее такое вот сопротивление именно... ну, на уровне эстетики, на уровне каких-то вот таких вот понятий, да, уже независимо от каких-то, вот как мы говорим, да, независимо от пузырей, к чему она приведет? Вот и то же самое название там улиц, каких-то учреждений, вот этих вещей. Что с точки зрения города оно оставит после себя? Слушай, вот тут мне очень сложно ответить, просто именно в силу того, что я под каким-то внутренним эволюционным своим процессом, да, уехал в деревню, я знаю обо всем этом, но я не настолько глубоко сейчас в это интегрирован, чтобы действительно ответить на вопрос о будущем. Да? То есть я могу сказать, что я вижу, я могу сказать, что у меня болит, я могу сказать, что я переживаю, это понятно. Да? Вот, но я не могу говорить о будущем, я не могу говорить о том, куда это вырастет, потому что в данный момент я выключен из контекста, да, в таком смысле. То есть предсказать какое-то будущее, предсказать тенденции... Нам придется снова нет. встретиться, то есть, подвести итоги. Да, давай встретимся через, там, не знаю, год здесь же, в этом же лифте. Да, в этом же и лифте. попробуем Назначаю тебе встречу. что получилось. Потому что, ну, во-первых, рано.
Да, Мгм. и просто это будет гадание на кофейной гуще, которым многие футурологи увлекаются, да. То есть можно дать один из двух сценариев сейчас, Да. и если не прокатит, то не прокатило, а если прокатит, то Две вот мисочки какой для- прозорливый чувак. Как морская свинка и чемпионат по футболу, да? Да, Или да, там да, вот да, да. в Химере две мисочки Поэтому поставим? ничего не скажу, потому что болит. То есть у нас сейчас музыкальная группа, вы понимаете? Да, у нас сейчас Трио с деревом. бит-квартет. Бит-квартет, лифт. Заводи, давай. Да. Лера, Гоша, вы такие классные. Спасибо, что вы до нас сегодня добрались. Я хочу спросить тебя, Гоша. Скажи, пожалуйста, я задала тебе вопрос про дедушку, который тебе уже 100 раз задавали? Нет. То есть у меня получилось. У тебя Я смогла. получилось, я Ой, тебя поздравляю, да. смогла! Я не знаю, меняла ли ты что-то на ходу, но тебе Нет. удалось. Нет, не меняла. Расскажите, что вы друг о друге сегодня узнали? Вот слушая, узнали ли вы что-то новое вообще? Или что, нет? Нет. Нет, похоже, что мы друг друга достаточно хорошо знаем. Мы в вот этой передаче «Любовь с первого взгляда» только что выиграли, потому что мы хорошо друг друга знаем. А вы выберете сервис или путешествие? Путешествие. Ты же Да. выберешь путешествие, Конечно. правильно? Все, тогда вы точно выиграли, потому что если бы разное, то у нас столько нету. Хорошо, я сейчас проверю блиц-вопросы, которые у меня были для вас двоих. Сейчас я тормозить начну. Все нормально. Тогда А ты представляете, включаешь если вы не первый. ответите? Какой любимый цвет у Гоши? Зеленый. Оранжевый. Какой любимый цвет у Леры? Вот такой, кстати, вот такой. Один из, но он же не один. Ну, и этот тоже. И этот тоже. А как он называется, и этот тоже? Синий. Ну, такой синий. серо-синий. Такой снизу самолеты Короче, британские оранжевый во Вторую тоже там- мировую его оранжевый там красили. тоже есть. Снизу британские самолеты. Все слушатели сейчас прям поняли. Ну это же тот цвет, которым снизу британские самолеты во время Второй Вот мировой это, красили. вот это Гоша. Ну, конечно. Это типичный Гоша. Это типичный Гоша. Хорошо, как ты в двух словах скажешь, кто такая типичная Лера? Типичная Лера. Вау. Давай, и можешь станцевать, если хочешь. Нет, это Лера может меня, если что, станцевать. Я не так крут. Я могу изобразить лицо перформера в стиле Гоши Заборского. Давай. Получилось. Это я на сцене. Да. Нет, типичная Лера — это человек, который очень сложен внутри, с огромным количеством каких-то граней, который при этом улыбается вот так вот на публику, и поэтому, в принципе, те, кто не хотят видеть эти грани, могут видеть просто супертанцовщица, перформер, постановщик, режиссер, оптимист. А на самом деле очень много глубин. У меня был мой любимый вопрос для вас. Когда у вас какая-то спорная ситуация... Это наш любимый вопрос. Обожаю. Да, когда... у меня два варианта ответа для вас есть. Вы садитесь за чертежи или вы танцуете, чтобы разрешить ситуацию? Мне кажется, и то, и другое. То есть Сначала мы танцуем танцуем? с бубном, да, и с летящей мебелью иногда. Вау, окей. Ну, то есть у нас такие бывают разборки итальянской семьи настоящие. А потом садимся за чертежи и можем конструктивно вообще все прийти к большим-большим решениям. Правильно я сказала? Да, на самом деле, все так, да. Сначала танцы с летающими табуретками. Ну, это я. Да. Но это не проблема в семье архитектора, правильно? Нет, Потому что абсолютно. Я схвачу Он новую. инженер, все может починить. Да, точно. Вот, а потом меня до сих пор удивляет, что я оказался с Лерой способен сесть и потом сделать чертежи, да, и после любой спор может закончиться спокойным, долгим диалогом с чертежами, даже иногда прямо с бумажкой, на которой мы кружочки и стрелочки рисуем, чертежи будущего Маршруты счастья. повседневности. Да. То есть по Лере сложно было сказать, что с ней вообще возможно какие-то переговоры вести? Нет, это по мне было сложно сказать, по мне оба. предыдущему, в предыдущей версии. Да мы очень сильно научились друг об друга вообще, что такое вести переговоры и Мне нравится, услышать ты сказал, другую... не друг у друга, а друг об друга. Друг научились. об Да, друга. это именно друг об Именно друга. так правильно сформулировать. Хорошо, Да, я так, я согласен. проверяю. Кто из вас ближе к земле? Я, наверное.
Слушай, сложный вопрос, на самом деле. Иногда я. Смотря когда. Да, у нас уже такой... Ну, я же говорю, во-первых, мы друг об друга учились, во-вторых... Вегетатив пошел. Во-вторых, мы друг друга подхватываем. Вот это правда. То есть насколько мы и тянем иногда друг друга вниз, и как эмоциональные люди, хотя мы уже все вот это обтесались, но мы также друг друга подхватываем. Слушай, ну в этом и смысле, в полете, наверное... и в заземлении. Слушай, может, да? это еще такая вот что-то типа Что? колеса, что один, когда... Ну, я имею в виду, что один сейчас ближе к земле, у второго есть возможность взлетать. У нас же такие качели немножко крутящиеся получаются. Ну, как вот эти качели солнышко, помнишь в нашем детстве? В котором один чук давит, и А потом, взлетаешь. если Ну, в общем, перегнуть, да, то вообще... меняется у нас все время это. Как жизнь в деревне повлияла на ваши отношения? О, да. Ну что, Ну, Ты давай, ска- рассказывай. Нет, ну, началось все, наверное, давай я тогда, хорошо. Началось все, например, в какой-то момент, когда я понимаю, что я, ну, совершенно так отчетливо понимаю, что я без Леры не могу сейчас. Мне пофигу где, главное с Лерой. У меня такое чувство, ну, это очень новое для меня чувство и очень сильное. Это прям такое... Созависимость? Нет, это Нет, скорее... другое. Нет, вот это как раз другое. Мы, наоборот, очень отдельные в этом смысле. И как раз в этой отдельности, когда возникает какой-то трудный очень момент, возникает желание просто быть рядом с любимым человеком. Это редкая штука Ну для вот меня тот раньше. момент этого общего пространства, будь то там затяжной завтрак, либо совместный просмотр сказок, когда мы понимаем, что это время только вдвоем, и как бы мы его согласны оба отстаивать и сохранять у себя как у пары. Типа остальные все подвиньте, пожалуйста, в этот момент. Слушай, ну и строительство, вот то, о чем мы говорили буквально только что. Да, про дом. Это такая вообще дом, это такая прямая цитата. У нас только сейчас, через 3 года, возникло чувство, что мы строим что-то вот общее, да. Мы делали какие-то вещи вместе, мы даже заладили какой-то ремонт в квартире, еще что-то. Но вот именно сейчас вот он, вот да, это метафора вот чего-то общего, и он же как-то отражает наше внутреннее состояние, моменты какого-то, ну, торможения в какой-то из этапов, да, ну, там, на грани отчаяния, потому что ты устала, не понимаешь вообще, как это все это вообще раскрутить, развернуть, развить и прийти к структуре, да. И потом прорыв, когда мы там двигаемся вперед, и момент, когда черты и качества друг друга, опять же, подхватывают и помогает раскрутить, да, и ощущение того, что ты хочешь беречь вот эту метафору, этот дом, потому что это что-то общее. Ну да, все, ты все сказала. Блин, я же сегодня главная Ура! по пятницам. Класс, спасибо вам большое, ребята. Это было очень... Вот этот маленький дом, в котором мы втроем поместились. Вот, приходите, пожалуйста, сюда еще. Приезжайте к нам в деревню. С Да, удовольствием. да, С приезжайте. удовольствием. Спасибо, ребята. Это были Спасибо, Лера, спасибо. Хрипач и Гоша Заборский, которых мне очень хочется обнять, но у нас коронавирус, я немножко А мы стесняюсь. будем обниматься. Блин. А мы тоже не против. Из-за меня, пожалуйста. Или там, знаете, как я это попками щас стучаться.